В маленьком городке, где все друг друга знали, прошли похороны местного жителя по имени Джейк. Он был человеком, который всегда помогал другим, и его смерть стала настоящей трагедией для всех. Люди собрались на кладбище, чтобы отдать дань уважения. Погода была мрачной, и небо затянули тучи. Когда гроб с телом Джейка опустили в могилу, все стояли в тишине, погруженные в свои мысли и воспоминания. Вдруг на фоне тишины раздался оглушительный треск. Гроб, сделанный из прочного дерева, треснул, и все обернулись в ужасе. Сердца людей замерли. Кто-то закричал, что это было. В панике несколько мужчин подошли к гробу и начали осторожно поднимать крышку. Когда они открыли ее, то увидели, что внутри лежит не мертвый Джейк, а человек, находящийся в критическом состоянии. Он был бледен и сильно потел, но был жив. Из последних сил он ударил ногой по крышке гроба, чтобы привлечь внимание. Толпа замерла в шоке. Люди не могли поверить своим глазам. «Он жив!» — воскликнул один из присутствующих. Испуганные, но быстро пришедшие в себя, они сразу же вызвали скорую помощь. Под звуки сирен на место происшествия прибыла бригада медиков. Джейка аккуратно вынесли из гроба и положили на носилки. Его состояние было критическим, но он все еще дышал. Скорая помощь мчалась к больнице, а врачи начали действовать быстро и слаженно. Они понимали, что каждая секунда на счету. В больнице Джейка сразу же отвезли в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, проводя все необходимые процедуры. Часы тянулись, и все, кто знал Джейка, ожидали у дверей, молясь за его выздоровление. Спустя 3 долгих дня борьбы за жизнь Джейк начал приходить в себя. Он открыл глаза и увидел знакомые лица своих друзей и родственников, которые с надеждой смотрели на него. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Джейк был истощен, но жив. Он не мог поверить, что его друзья и родные пришли на его похороны, а он все еще здесь, в больнице. Вскоре его выписали, и он вернулся домой, где его встречали с радостью и слезами на глазах. Друзья не могли сдержать эмоций, обнимая его и рассказывая, как они переживали эти страшные дни. Джейк, осознав, что жизнь дана ему второй раз, решил изменить ее. Он стал больше ценить каждое мгновение и помогать другим, как никогда прежде. Он основал фонд помощи людям в трудных ситуациях, вдохновленный тем, как важно поддерживать друг друга. Его история о том, как он вернулся к жизни, стала известна в городе и вдохновила многих. Люди начали говорить о том, что даже в самые темные времена надежда может возродиться, и жизнь может подарить второй шанс. Джейк стал символом стойкости и мужества, и его жизнь продолжала вдохновлять людей, показывая, что даже в критической ситуации всегда есть возможность на спасение и новую жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.